Чудище просто, жесть! У нас перегрелся двигатель. Вася откручивает. Яхтинг в мае – это не совсем хорошая идея. Например, позавчера у нас столько вылилось воды, сколько дождя бывает за 3 зимних месяца вместе взятых. Принимаем яхту Hansa 385 Ярада. Back to center and then stand by. On, off. Right here. Okay. Я серьезно, первый раз в жизни в круизе. В таком вот. Каюта номер раз. Все так миниатюрно. Кухня. Туалетик. Какая-то печка. Не знаю, что стол. И каюта номер 3. Вот это самая крутая каюта. Чилзона. Блин, чилзона реально кайфовая, комфортная, большая. Даже. Down here, it can get a little bit rough. I don't know where you're going. Okay. В первые минуты чарта наше путешествие чуть сразу не закончилось. Тайский капитан вывел нас из марины, передал яхту молодым капитанам и вернулся на берег. С этого момента экипаж впервые остался один на один с морем. Буквально через несколько минут после выхода эхолот начал быстро показывать уменьшение глубины. Я попросил немного изменить курс, и мы спокойно ушли на глубину. Именно ради таких моментов я и был на борту. Мы покинули марину Yacht Heaven. Мы наслаждаемся легким ветерком и началом нашего приключения. Плывет наша флотилия из 3 саб-досок. Наши ребята начинают вход в пещеру. Буквально через пару минут они выплыли из пещеры, удрученные, и сказали, что потолки слишком низкие, и они не могут проплыть дальше. Я не знал, что делать, но тут на удачу появился тайский туристический корабль с сапами и каяками, и они поплыли в пещеру. Наши ребята последовали за ним. Я ждал ребят снаружи на надувной резиновой лодке. Я подстраховывал их таким образом и одновременно следил за нашей яхтой. Это часть моей работы, поэтому я не был внутри пещеры в этот раз. Но чтобы вы увидели, что же там такое, я вставляю сюда кадры со своего похода с семьей на своем парусном катамаране. Головой, чтобы не стукнуться. Я снимаю, я пока не могу. Куда? Вправо, влево? Вправо чуть-чуть. Проплыли всю пещеру, это заняло недолго, может минуты 3 всего. Она короткая, но извилистая, то есть в ней интересно. Там были летучие мыши на потолке. И вот мы подплываем к выходу из пещеры, где нас ждет наш катамаран. Ну как пещера? Супер. Ура! В честь покорения пещеры. Ну все, загадывай А желание. нет, еще одна там. Ивану в этот день исполнилось 25 лет. Он собрал этот экипаж, организовал весь чартер и мечтал впервые самостоятельно пройти этот маршрут.
Иван вообще не умел сидеть спокойно. Ему все время хотелось что-то сделать. То залезть на дерево, то выйти под парусами, то поймать рыбу, то придумать очередное приключение. Именно благодаря таким людям и получаются самые интересные путешествия. В тот вечер мы долго сидели в кокпите, разговаривали, смотрели на звезды и праздновали его день рождения. Рядом были его любимая девушка, лучший друг и люди, которые еще утром были почти незнакомы друг другу. Это был лучший первый день, который только мог быть, и одновременно самый спокойный за всю неделю чарта. Пока мы спокойно спали на яхте, погода в Андаманском море продолжала ухудшаться. Шторм уже набирал силу. Сильный ветер ломал деревья, а ливни накрывали остров за островом. Мы пока наслаждались тишиной, но скоро непогода доберется и до нас. Тогда мы этого еще не знали. Утром мы покатались на саб-досках, волюшку походили под парусами, посетили великолепную бухту и в конце дня встали на ночевку у красивого острова. Довольные днем мы поужинали, команда разбрелась по каютам, а я лег спать в кокпите под открытым небом. Среди ночи были слышны дальние раскаты грома, которые будили меня, и я с тревогой думал, что же нас ждет дальше. У нас перегрелся двигатель, и чартерная сказала, что надо поменять импеллер. И вот Вася сейчас откручивает то место, где он находится. Нам прислали видео именно с этой лодки, где как менять импеллер. Импеллер мы уже нашли. Сейчас откроем и посмотрим, в импеллере ли дело. Второй вариант — это забилось входное отверстие пакетом, медузой, еще чем-то. Позже я узнал, что Вася раньше ремонтировал мотоциклы. Наверное, поэтому он первым догадался, что проблема в системе охлаждения. Через час двигатель уже снова работал. Начался дождь, у нас паруса, все как надо, вся команда вышла наружу. Дождь, как праздник у нас. Остров Пода. Мы прошли к нему через стену дождя, гроз, молний. Здесь мы будем ночевать. Яишенка с бекончиком, овсяная каша на молоке, джемы, мед, хлеб, кофе. Завтракаем мы с таким вот замечательным видом. На острове Пода с западной стороны есть вот такой секретный пляж, он так называется, секретный пляж. Здесь лагуна с кристально чистой водой, пляж с мелким белым песочком и вид на потрясающие горы, лианы. Также здесь есть пещера
пещера, в которую можно забраться и походить в ней. И качели. Мы снова в море. Чернющая туча над нами. Мы сняли паруса, двигаемся под мотором. Видели небольшой смерч. Идем под парусами. Приятный ветер. Немножко крапает дождь. Нас не останавливает. Только что закончилась гроза. Мы подошли к Москита Айленд, который рядом с Пхипхи. А вот и Пхипхи. Погода в этом походе часто менялась. То шел дождь, гроза, то тучки расходились и появлялось солнышко, но дуло прилично. Утро на Пипи. Вчера мы пришли поздно, уже в темноте. Искали муринг, не нашли. Встали на такой муринг. Сверху это пачка жилетов связанная. И, кстати, здесь могут согнать днем дайверские большие 50-метровые корабли. То есть кто-то должен быть на борту. Я отвез ребят на берег ночевать в отеле. А сам остался один на яхте. Только отдыхать мне было некогда. В салоне стоял неприятный запах, а по всей яхте летали мухи. Больше всех от этого страдала Аня. Она ни разу не пожаловалась, но было видно, насколько ей это неприятно. Запах шел из-под кухонной мебели. Разобрать ее было невозможно, поэтому я просовывал телефон с включенной камерой в узкие щели и пытался понять, что там происходит. Остров Пипи. И жизнь рай. И пока наши ребята наслаждались отелем, исследовали смотровую площадку и посещали спа-салон, к нашей яхте подплыл огромный дайверский корабль, и мне пришлось в одиночку переставить яхту на якорь в другое место. Как только мы вышли из бухты, море сразу показало свой характер. Яхту подбрасывало на волнах, а соседние лодки то появлялись на их гребнях, то полностью исчезали из виду. Впереди нас ждал 4-часовой переход по открытому морю. 21 узел ветра, скорость яхты 12 км в час. Крен такой, что стакан на столе не удержится. Это то, о чем они мечтали. Иван за штурвалом, сосредоточен, яхта летит. Нужно было сделать поворот, сложный. В такой ветер легко перестараться и положить яхту на борт. Он сделал поворот идеально, как человек с 10-летним опытом. Идем под парусами, троллили всю дорогу. И вот такой красавец нам попался. Ух, какой! О! Мы идем под парусами. Дует 16 узлов. Между прочим. 9 метров в секунду. Ее надо глушить. За рыбу почти всегда отвечал Дима. Он спокойно брался за самую грязную работу. Разделывал улов, чистил рыбу. Дима уже давно живет на Пхукете и увлекается подводной охотой. Он привез с собой 2 подводных ружья. А еще он постоянно снимал все вокруг с дрона и на Insta360. Благодаря ему многие моменты этого путешествия сохранились не только в нашей памяти. Первого выстрела. Вы слышите, как команда, такая слаженная работа. Один привлекает, другой... А ты снимал что-нибудь? Я снимаю, я все заснял. Да. Иногда самые сложные проблемы решаются очень просто. Несколько липких листов из деревенского магазина в рыбацкой деревне, и на яхте наконец стало спокойно.
затрещала катушка, как вчера. Все знают, что это трескает. Все достали свои телефоны и готовятся. Постепенно у каждого появилась своя роль. Никто никого не назначал. Все получилось само собой. Я вставал раньше всех и готовил завтрак. Вася с Аней почти всегда готовили обеды и ужины. Ваня драил палубу, Дима мыл посуду. Никто не пытался переложить неприятную работу на другого. К этому времени мы стали командой. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Если вы давно мечтали попробовать такой формат отдыха, напишите мне. Буду рад увидеться с вами на Пхукете и помочь организовать ваше собственное путешествие. На неделю, на день, на полдня. Также я занимаюсь арендой яхт по всему миру. Например, Турция, Сейшелы, Греция, Италия, Канары. WhatsApp и Max в описании под видео. Жду встречи.